Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы наконец-то поговорим о премиальном компакте Fujifilm X70. Вообще, я давно уже обещал про эту камеру рассказать, так как в свое время довольно активно я ею пользовался в 2017 году. Много на нее снимал. Снимков, конечно, на нее у меня немного сохранилось, но какие-то есть, поэтому сегодня в обзор я их тоже буду вставлять, старые еще снимки перемежать буду новыми. В общем-то, мне и самому хотелось освежить впечатление о этой камере, но, к сожалению, у меня ее в наличии на текущий момент не было, потому что тогда я довольно сильно в ней разочаровался, она мне не совсем устраивала, я ее продал. Но очень здорово, что нашелся подписчик, который смог эту камеру подогнать мне на обзор. И я вам, кстати, также рекомендую подписаться на мой Instagram, потому что подписчик мой посмотрел обзоры на GR, на Nikon Coolpix, увидел, что не хватает только для полного счастья X70, ну я имею в виду для полного счастья обозреть последний компакт с 28 мм эквивалентом. Вот. И он написал мне в Инстаграме, мы там с ним списались, встретились. Камеру я на какое-то время у него, естественно, одолжил, ну, буквально там пару-тройку недель, потому что, в принципе, у меня был опыт съемки на нее и до этого, мне не нужно было там углубленно ее изучать. Но просто сделать еще более свежих снимков, тем более, что в то время я снимал только в JPEG на эту камеру, потому что ни один конвертер нормально ее файлы не конвертировал, и JPEG из самой камеры выглядели все-таки получше, чем мои жалкие попытки в каком-нибудь обоссанном Lightroom вытащить кадры. Сейчас же, наконец, мой любимый Capture One с Fujifilm подружился, и поэтому я смог попробовать ее в RAW, и по-своему, ну, это, можно сказать, заново ее открыло для меня. Собственно, все это к тому говорю, что вы, ребята, тоже не стесняйтесь, если у вас есть интересные какие-то камеры, и вы хотите, чтобы я их обозрел, смело мне это предлагайте, пишите мне в соцсетях, все ссылки есть в описании. Я на все отвечаю, ну, кроме совсем какой-то дури. Ну и вот на текущий момент я уже повертел в руках и обозрел практически все премиальные компакты серьезные, у которых был фиксированный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 28 мм. Такие как Nikon Coolpix, у меня есть обзор, Ricoh GR 2, Ricoh GR 3. Ту же Leica Q я не беру в расчет, но на нее обзор обязательно, конечно же, будет. Но все-таки это полный кадр, мы сейчас говорим про APS-C формат. А XF10 я тоже пока не рассматриваю, потому что, ну, кажется, она мне слишком убогонькая, я ее пару раз в руках повертел, мне она прям совсем дико не понравилась. Возможно, для того, чтобы прям вот закрыть гештальт, я ее однажды возьму и все-таки сделаю на нее нормальный обзор, но пока что мне она не сильно интересна. Сейчас у меня еще огромное количество камер стоит на полках, я не знаю, там насколько видно в бакешке позади меня, ну там камер 11, наверное, еще болтается, которые надо бы обозреть, еще немереное количество объективов. И, естественно, все это хотелось бы продать, потому что они лежат просто мертвым грузом, потому что я на многие из них уже практически не снимаю. Я уже много материала на них собрал, осталось только, собственно, сделать видео интересное про них. Ну и после моего традиционно длительного вступления пришло, наконец, время рассказать вам о премиальном компакте Fujifilm X70, который попытался, конечно, в 2016 году, когда вышел, немножечко потеснить на рынке Ricoh GR, но это у него, ну, совсем, можно сказать, не удалось. Но своя аудитория и свои любители у этой камеры нашлись. Так что для начала поговорим о внешнем виде этой камеры и о том, как она лежит в руке. Прежде всего, X70 выглядит внешне как X100, у которого убрали видоискатель, отчего камера стала значительно компактнее. То есть вот X100S, например, у которого есть вот этот дурацкий видоискатель с дыркой, и X70. Ну, по сути, вот как будто сверху срезали ненужную деталь. При этом у X70 даже есть какое-то подобие выступа спереди. То есть оно действительно немножечко здесь выпуклое, и при ее меньших размерах и при меньшем весе ее даже удобно держать, в общем-то. То есть пальцы на этот уступ неплохо ложатся. Можно по-всякому и так, и это. То есть они прям действительно неплохо лежат. Также и сзади имеется упор под большой палец, вполне себе человеческий, даже тут никаких кнопок рядом с ним нет, ну кроме вот этой, ну как бы на нее случайно не нажмешь. Но обе эти резиночки сделаны не очень качественно. Вот это, например, сзади, которая она уже не родная, это наши китайские братья прислали, и заново она приклеена была владельцем. Которая спереди, она уже здесь немножко отслаивается. И, ну, скажем так, качество исполнения
у этих резинок не ахти, но это все равно гораздо лучше, чем у X100, который держать в руках по-человечески невозможно. Эту можно держать нормально. Ну и раз мы продолжаем сравнивать с X100, напомню, что камера, естественно, тоже вся металлическая. Пластик тут по минимуму, ну там кнопочки только, да, все остальное все металл. Но при этом стала она весить меньше на 100 граммов, так что носить ее в руках подолгу не так запарно, как X100. Но хотя в сравнении с тем же GR она все равно тяжелая, как гиря. То есть разница тут существенная. Ну, в общем, тотальной разницы по размерам на самом деле между Ricoh GR 2, для примера, и X70 нет. То есть они, вот если их так положить, даже Ricoh чуть подлиннее в этой плоскости. По ширине они, ну, примерно одинаковые, пожалуй, да. Единственное, что у Ricoh здесь объектив все-таки конструкцию имеет телескопическую и вот так вот выдвигается радостно. А у, Fujifilm у него здесь приходится все-таки бленду таскать. За счет этого конструкция все же более монструозно выглядит. Но самая большая разница, ее визуально не передать. Потому что Ricoh где-то на 150 граммов легче, чем Fujifilm. И это ощущается как гиря, а это ощущается как такая легенькая, маленькая, компактная камера. Кстати говоря, пишут, что камера сделана в Китае, в отличие от X100, которую делают в Японии. Также тут отличается переключатель режима фокусировки. Он находится спереди, а не сбоку, как на X100S. Ну и спереди здесь есть встроенная вспышечка, которая, естественно, такая же дохленькая, примерно как у X100. Ну, по-моему, даже здесь чуть послабее. Так как вспышечка невыдвижная, сверху места полно. Есть место и под полноценный горячий башмак. Так что, если вы соскучились по видоискателям в виде непонятной дырки, то вы можете нацепить сюда такой вот родной видоискатель. У него там сразу же есть разметка и под 28 мм, и под 21. Ну, потому что есть еще широкоугольный конвертер, который на 21 делает. Ну, про него сейчас еще расскажем. Но, посмотрите, какое уродство получается, если вы нацепили этот дурацкий видоискатель. Камера становится просто какой-то максимально уже всрато начинает выглядеть, скажем так. Ну и помимо того, что камера становится огромной, я вообще, честно говоря, не понимаю, зачем эти дебильные видоискатели оптические нужны именно в виде дырок таких, потому что, он находится совершенно на другой оптической оси, нежели объектив, и у тебя, если ты что-то вблизи снимаешь, будет параллакс, он вообще... Короче, это херня какая-то полнейшая, но если вы маньяк и извращенец, то можете нацепить. Ну и на верхней панели также находится колесико выбора выдержки и экспокоррекции. Причем экспокоррекция здесь осуществляется в +3 и -3, что очень хорошо, так как иногда камера вообще дико стремится переэкспонировать, но не так сильно, как X100. Опять же, здесь это уже поправили. Я, когда картинки будем смотреть, про это нормально расскажу уже. Рычажок включения здесь очень удобно расположен. Он достаточно тугой, случайно не нажимается. К нему вопросов никаких вообще. Кнопка спуска без резьбы под спусковой тросик, что довольно нетипично для фуджатих лет. Ну вот как раз с X70 они уже стали отходить от ущербного ретро-дизайна. Тут же видится какое-то некое стремление ее немножко более современной сделать. В других деталях тоже это будет заметно. Тут же рядышком довольно крупная кнопка Drive, то есть выбор режима протяжки, который, кстати, действительно иногда нажимается здесь, а не просто так для красоты. Рядом с кнопкой Drive припрятан такой петушиный рычажок, я его так называю. То есть ты можешь нажать этот рычажок и переключить камеру в авторежим, незаметно. Уверен, что немало ванильных дурочек были рады появлению такого рычажка. Подобный рычажок на многих камерах последующих Fujifilm также есть. То есть, если ты дебил, то ты переключаешься в полный авторежим и сидишь себе, балдеешь, при этом с умным видом держа камеру в руках. Ну, зачем-то в фуджике спереди вынесли такую убогенькую, плохо нажимающуюся кнопку видео. Она так еще утоплена в корпус. Я не знаю, это может от случайного нажатия они какую-то защиту сделали. Опять же, не понимаю, что за дурак будет снимать видео на эту камеру. Ну, то есть, тут роллинг шаттер чудовищный, дерьмовый автофокус и джек 2,5. Ну, сами понимаете. Благо, на нее можно припрограммировать другие функции при желании.
Но такие, которые вы явно не будете использовать часто. Какую-нибудь супер редкую функцию, ну, на нее можно повесить, потому что нажимается она, правда, очень плохо. Слева сбоку еще одна имеется тут неочевидная программируемая кнопочка. Справа, кстати, под вполне приличной крышечкой такой. Здесь скрывается вот тот самый 2,5 джек, микро HDMI и микро USB, через который и предлагают заряжаться вот этот вот микро USB адаптера или кроватки какой-то для заряда от обычной сети питания. Fujifilm зажопили задолго, между прочим, до того, как это стало мейнстримом. Я про Apple, Samsung и прочих уже и же с ними. А аккумулятор тут, кстати говоря, довольно мелкий, уже такой классический NP95, ну, такой же, как стоял в X20, такой же, как в X100S тоже. Ну, малюсенький, дохленький такой аккумуляторик. Его, дай бог, если хватает на 150 фоток. Ну, а если прохладно, то он еще и скукоживается. Так что камера просто обязует тебя таскать с собой целую горсть таких аккумуляторов, чтобы она не разрядилась в самый неподходящий момент внезапно. Ну, а самые интересные изменения у камеры здесь находятся сзади. Во-первых, все кнопки нормально сгруппированы справа, нет никаких дурацких кнопок слева, как у Leica X2 какой-нибудь, или Fujifilm X100, или Nikon Coolpix. Камерой действительно удобно управлять одной рукой. Правда, пара кнопочек уехали в странное место на грани экрана, вот здесь вот. Это кнопка удаления и кнопка просмотра отснятого материала. Но, с другой стороны, это не самые часто нажимаемые кнопки. Я бы даже сказал, мною вообще супер редко нажимаемые кнопки. Просмотр какой-то и удаление. Так что и бог с ними. Я вообще, честно говоря, не просматриваю, что я снимаю. Мне вот, честно, по барабану. Я просто иду и щелкаю. Мне похер, дома потом на компе посмотрю. Во-вторых, важнейшие изменения коснулись и дисплея. Он вполне приличный, яркий, на миллион точек. Но теперь еще и откидной. Вот такой вот фокус может он делать. Он откидывается и вниз, вот так чуть-чуть, и вверх прямо аж вот так вот может откинуться максимально. К тому же он стал еще и сенсорным, что вообще это было впервые применено в этой камере у Fujifilm. В дальнейшем все остальные экраны у фуджифилмовских камер уже стали сенсорными после этой камеры. Я, конечно, не часто использую именно сенсорные возможности, но иногда прям бывает удобно сфокусироваться тапом по экрану. Да, и откидывающийся экран на самом деле тоже удобен, если снимаешь что-то снизу. Ну и так как он откидывается полностью вверх, можно делать отличные селфи. Спереди же объектив спрятан так же, как у X100, под крышечкой, такой вот металлической. Внутри она выстлана бархатом. Но крышечка эта сразу же отправляется в жопу, потому что я ненавижу таскать крышечки. Но также, в отличие от X100, мы видим тут богоугодные православные 28 мм эквиваленте со светосилой f2.8, а не 35 мм, которые совсем от лукавого. Вокруг объектива есть приятное щелкающее колечко, диафрагмы. Оно причем третий стопов отщелкивает тоже. Я слышал жалобы, что, мол, оно не очень удобно сделано, типа вот эти места, за которые типа переключаться, они не очень удобны. Я не знаю, я проблем с ним не испытывал. Единственное, что иногда у меня это колечко сбивалось, когда я камеру держал и резко как-то ее перехватывал. И действительно, можно случайно пальцами задеть, потому что оно слишком близко относительно вот этих пальцев, которыми ты хватаешься за передний хват. Но, не знаю, это было крайне редко, так что мне не показалось, что какие-то проблемы с ним есть. А вот тоненькое маленькое колечко ручной фокусировки, оно находится уже внутри радиуса этого кольца. И, черт побери, если ты вдруг невзначай начинаешь фокусироваться, ты действительно можешь совершенно спокойно сместить диафрагму, сбить просто диафрагму. Ну и традиционно для Fujifilm объектив абсолютно голый, ничем не защищенный. Когда у тебя крышечка снята, а я крышечку не собираюсь надевать, если я вышел на улицу, что-то фоткаю. Так что приходится накручивать защитные фильтры. Делается таким путем это все. Снимается декоративное колечко. То есть довольно большая, кстати, долгая резьба. Я прям удивился, насколько долго ее откручивать.
Вот, сюда накручивается переходник. У меня в данном случае сейчас тут не родной, есть и родной вообще, но как бы ну, в баню родной он не очень удобный, потому что он сильно громоздкий, шире гораздо. Короче, он неудобный. И бленда там такая, она, конечно, красивая, сексуальная, но, опять же, здоровенная и дурацкая. Кстати говоря, родной, made in Japan, так сказать, фильтрик, который подходит и к X100, и к X70, вкручиваю сюда и затем накручиваю бленду. Опять же, куплена она владельцем была у наших китайских друзей. Гораздо лучше и удобнее, чем родная. Не знаю почему, иногда китаёзы действительно делают что-то лучше, чем оригинал. Вот так выглядит она. В итоге становится, конечно, опять же, довольно громоздкой, но не столь громоздкой, сколь могла бы быть. Если сравнивать, конечно же, с Ricoh GR или еще каким-то нормальным вменяемым компактом, но это все равно здоровая очень конструкция получается. Но зато у тебя объектив защищен, ты совершенно спокойно идешь и безбоязненно снимаешь. Ну и, соответственно, при ударах каких-нибудь внезапных или случайных ты не разобьешь себе объектив, никакая пылина тебе туда внутрь не залетит и грязь не попадет, что очень хорошо. Объективчик, потому что на самом деле хоть и не имеет конструкцию телескопическую, то есть он не выдвигается там в несколько секций, но он все равно елозит туда-сюда и пылину засосать может еще как. Кстати говоря, объектив довольно богомерзко жужжит при включении, также при фокусировании. Довольно значительные такие звуки, очень неприятные. Я не знаю, сколько их слышно, но они откровенно вызывают дискомфорт. Если же вам захочется увеличить угол обзора, то мы снимаем всю эту конструкцию, которую сейчас накрутили. Напоминаю, резьба довольно длинная. И можно прикрутить замечательный широкоугольный конвертер. Вот такой. Он делает фокусное расстояние эквивалентным 21 мм. Главное, кстати, не забыть в настройках включить коррекцию дисторсии, иначе будет корежить сильно перспективу. Ну а так конвертер примерно такой же, как на Ricoh GR. Даже вот эта вот дурацкая резиновая бленда здесь имеется. Но вот качество оптики у фуджифилмовского объектива не дотягивает ни до Ricoh GR, ни достижимой высоты, ни даже до Nikon Coolpix A, который тоже, в общем-то, неплох. Ну, сейчас для примера, чтобы просто не быть голословным, когда я говорю, что X70 хуже снимает именно в плане резкости и качества картинки, чем Ricoh GR, я сделаю несколько снимков, ну, просто вот банально на разных показателях диафрагмы, там, f2.8, f4 и f5.6, ну, самых таких основных. Просто вот этой вот разрухи, я не знаю, там какое-то гнездо бомжей, но будет достаточно показательно, я думаю. Углы кадра на максимально открытой у Фуджа очень грустные. Середина тоже достаточно мульноватая. Ricoh, конечно же, офигенно качественный. Он что в центре зверски резкий, что по углам, в общем-то, примерно такой же. У обеих камер есть незначительные косяки с хроматикой, вот в этом вот оконце. Еще у Ricoh чуть шире угол обзора. Также Ricoh гораздо ближе по цветам к тому, что я видел в реальности. Фуджик уводит куда-то в мадженту, но про это у нас будет подробнее позже. И только на F4 у Фуджа чуток получше становится картинка, а уже окончательно выравнивается на f5.6. Очень похоже на поведение объектива Fujifilm X100 до пятой модели в серии. Так же как и X100, в общем-то, она неплохо держит прямой контровой свет, но сбоку, если падает яркий лучик, то картинка может пострадать. Но я все время с блендой ходил, поэтому не очень часто видел блики. Прикрыв диафрагму до f5.6, уже можно снимать лайтовенькие, такие непритязательные пейзажи. Особенно если нацепить широкоугольный конвертер. Резкости у объектива вполне для таких целей хватает, хотя это самый нерезкий объектив из всех вот мною рассмотренных ранее компактов. При этом, так же как и X100S, камера страдает от муара, ну, не так уже активно, не так сильно. Хоть здесь стоит этот хваленый X-Trans, я 10-й раз про него не буду рассказывать, почему, чем он отличается от байеровского.
фильтра, но это старая матрица, старый процессор, и они, в общем-то, в своей комбинации не сильно вывозят подавление муара. Так что на некоторых кадрах его все-таки можно словить, но это случается редко. И редко, я думаю, это случается по большей части из-за того, что объектив не сильно резкий, и все-таки процессор, и его немножко программно уже прокачали. X100S, она более древняя, все-таки 2013 года камера, это 2016. Тут железо уже, как лучше настроено, по крайней мере, я так думаю. По ощущениям, по крайней мере. И да, не просто так про это говорю. Действительно, в камеру, которая, по сути, такая немного экспериментальная для Fujifilm, камеру 2016 года, в нее впихнули, собственно, и матрицу 16-мегапиксельную второго поколения, и процессор 2013 года. То есть, в ней все достаточно устаревшее внутри железа. Оно, конечно, алгоритмами прокачанное, но все же видно, что они пытались на ней немножко сэкономить, как обычно. Видимо, комплектующих было достаточно много еще на складах. Я это говорю не просто так, потому что в то же время вышла Fujifilm X Pro 2, как раз, они одновременно с X70 были презентованы. У X Pro 2 уже стояла новая матрица третьего поколения с 24 мегапикселами. И вот она, кстати, была уже классная. Там и муар был отлично задавлен, и картинка была с нее просто чудесная. X Pro 2 у меня была, я на нее довольно активно снимал тоже, и к ней больших претензий вот по части именно картинки не было. Хотя по качеству исполнения довольно сильные были, потому что покраска у нее просто дерьмовейшая. Как я уже сказал, скорее всего, просто большое количество готовых этих сенсоров на складе валялось, или они решили куда-то их слить. Так что картинка тут никак не отличается от любых камер, про которые я уже рассказывал, с 16 мегапикселями и соневской этой матрицей. Также до 1600 ISO все выглядит очень даже прилично. В редких случаях иногда бывает и даже на 3200. Неплохо. Но опять же, относительно X100S, которую я не так давно обозревал, у камеры прокачали все же алгоритмы экспозамера, потому что предыдущие все эти X-камеры просто зверски переэкспонировали. Эту камеру отучили от переэкспонирования, сейчас она проводит экспозицию кадра очень разумно, и, я не знаю, у меня, по крайней мере, пересветов сильных на ней не было в каких-то странных ситуациях. А цвета такие же примерно, как и на всех фуджиках. Иногда бывают действительно красивые получаются цвета, иногда бывают, в общем, тоже такие средненькие, неплохие, ни туда, ни сюда. Но чаще всего они все-таки бывают всратые. Скинтона у камеры получаются просто адские иногда. Вот для примера несколько селфачей в JPEG. С Provi вроде норм, даже Classic Chrome норм, ЧБ с красным фильтром тоже покатит. А вот селфи в RAW, без пресетов. Промах опять же в сторону мадженты, довольно сильный. А вот тут я немножко поправил все-таки картинку своими руками, и она стала выглядеть гораздо приличнее. То есть, если ты собираешься снимать что-то серьезное с людьми, и снимать собираешься в RAW с автоматическим балансом белого, будь готов к тому, что тебе придется его крутить.
Хотя, если ты любитель JPEG, то можно включить Classic Chrome и можно даже, в принципе, произвести такую небольшую фотосессию, потому что цвета в Classic Chrome более-менее прилично выглядят, особенно если у человека изначально не особо розовое лицо. Камера и для стрит-фотографий гораздо более пригодна, чем какая-нибудь X100, потому что у нее и размеры меньше, она менее заметна, у нее нет этой дурацкой дырки, она внимание, в общем, меньше привлекает. Плюс у нее экранчик откидной, так что можно довольно просто снимать от пуза. Хотя не стоит забывать о том, что объективчик у камеры все-таки при фокусировке довольно сильно жужжит. Макрофотографию с X70 также достаточно удобно делать, потому что объектив здесь посчитан уже таким образом, чтобы он изначально мог фокусироваться с 10 сантиметров без каких-либо переключений в отдельный какой-то режим. Тут объектив безоговорочно нагибает никоновский в плане того, что у Никона минимальная дистанция фокусировки была по умолчанию 50 сантиметров, и там просто очень часто надо было переключаться в макрорежим, в котором камера при этом еще и очень медленно фокусировалась. Когда я приобретал эту камеру в 2017 году, я в основном снимал, естественно, в JPEG, потому что ни один конвертер не мог проявить файлы по-человечески, фуджифилмовские, получалась какая-то мыльная картинка некрасивая, и JPEG по итогу выглядели просто лучше, чем проявленные мною руками RAW. Поэтому пришлось с этим мириться. Могу сказать, что одной из главных причин моего расставания с этой камерой, ну, помимо того, что она мне показалась довольно громоздкой, ну, такой неудобной, были также не очень качественные JPEG, потому что, я не люблю снимать JPEG, я люблю снимать в RAW, люблю картинку сам покрутить, потому что, JPEG, он всегда полон артефактов, каких-то выбитых цветов, которые никогда не воскресишь, каких-то теней, которые тоже никогда не спасешь уже. И, он отстойный. JPEG это всегда достаточно плоская картинка, как бы ты его ни настраивал, у тебя всегда будут артефакты сжатия какие-то, особенно у Fujifilm в те времена был грех такой, когда ты сам в камере проявлял, у тебя иногда какие-то червячки появлялись на некоторых объектах, постоянная акварель какая-то от шумодава, который невозможно было на самом деле отключить, хоть ты его там в минус 100 уведи, он все равно по факту работает у тебя всегда там. Вот для примера парочка фото. Это слева JPEG в профи и справа RAW. Уже по умолчанию RAW лучше выглядит. А вот насколько можно еще вытянуть картинку в цветах и тенях по своему вкусу. JPEG, если что, без настроек, только шумодав -2. И вот сейчас, когда я поснимал в RAW, я как будто переоткрыл для себя эту камеру, потому что наконец смог увидеть, оценить вообще красоту картинки ее в полной мере. И могу сказать, что динамический диапазон у нее, конечно, не выдающийся и сильно перекошен в сторону теней. Цвета, опять же, тянутся паршивенько. Но для камеры, у которой матрица стоит 2013 года, я бы не сказал, что она плохая, она очень даже достойная. Ну а автофокус у X70 почему-то очень плох. Я не могу точной причины назвать, почему он прям такой кошмарный. Потому что система фокусировки у него, как у более-менее взрослых камер, стоит. Точек фокусировки не так уж мало, они контрастно-фазовые. Но камера очень часто промахивается и очень часто тебя обманывает. Она выделяет
ту зону, куда ты сейчас фокусируешься, зелененькой рамочкой, как бы оповещает, что ура, фокусировка произведена, супер, все, ты попал. Ты нажимаешь на снять, потом просматриваешь этот материал на компьютере, оказывается, ты ни хрена не попал, ты вообще промазал. Потому что, ну, на 28 мм с прикрытой диафрагмой довольно сложно оценить, попал ты или нет, если ты не вручную снимаешь, потому что у тебя питинг-то не включен в этот момент. Такие обманы довольно сильно бесят, поэтому приходилось делать по много дублей, чтобы избежать подобных косяков. Но ты не во всех ситуациях можешь делать дубли. Иногда некоторые вещи происходят вот ежесекундно один раз, и все, и ты ее упустил. Конечно же, опытным путем мною было вычислено, что фокусировка по одной точке абсолютно слабо рабочий вариант на этой камере, поэтому лучше выделять небольшую зону, где-то там 3 на 3 или 5 на 5 точек. И вот когда больше точек, чем одна у тебя для фокусировки, камера реально начинает гораздо точнее наводиться на резкость. Во-первых, она начинает это делать гораздо быстрее, и во-вторых, она реже гораздо промахивается, она прям нормально попадает, у нее как будто там мозги включаются, она понимает, что от нее хотят. Еще у камеры появился здесь электронный затвор, что значительно расширяет диапазон выдержек, и это, казалось бы, плюс, если ты снимаешь в какой-нибудь яркий солнечный день, потому что в камеру в то же время не завезли ND-фильтра. Но опять же, скорость считывания с этой древней матрицы крайне невелика, и поэтому днем ты можешь получить эффект роллинг-шаттера, если ты будешь снимать с электронным затвором, у тебя могут объекты вытянуться как-то движущиеся, а ночью ты можешь получить такую стробящую картинку, которая у тебя пойдет просто полосами. Ну что по итогу я могу сказать? Камера у Fujifilm получилась очень спорная, многое в ней сделано просто классно, но также многое и вопиюще плохо сделано. Для компакта она ощущается довольно тяжелой и громоздкой. Корпус у нее хоть и металлический и достаточно прочный, но качество изготовления все равно оставляет желать лучшего. Тут установлен объектив с моим любимым фокусным расстоянием 28 мм, в эквиваленте, конечно же. Но в то же время он очень мыльный до того момента, пока ты хотя бы до f5.6 не прикроешь. У камеры вот эти вот дурацкие говенные JPEG, которые почему-то нравятся некоторым придуркам. Но в то же время действительно неплохие гибкие равы. Отсутствует ND-фильтр у нее для того, чтобы увеличить выдержку как такой художественный эффект. Но в то же время отлично сделанные макровозможности. У нее есть откидной экранчик, да к тому же еще и сенсорный. Но в то же время довольно посредственный автофокус. Камера это в примерно равных пропорциях и радует, и огорчает. И если для вас плюсы перевешивают минусы, то вы можете смело ее взять и пользоваться, и балдеть, просто кайфовать. Но для меня все наоборот. Для меня, конечно, минусы этой камеры перевешивают плюсы, и поэтому я, собственно, ее в свое время и продал, и сейчас не был в большом восторге от ее использования. Но она все равно прикольная, не могу с этим поспорить. В общем, если бы я делал какой-то рейтинг компактов с 28 мм объективом, то, пожалуй, да, наверное, Ricoh GR, там любая из серии была бы на первом месте. На втором месте был бы Nikon Coolpix A. У него тоже довольно большое количество недостатков, но он все равно круче, чем X70, по моим ощущениям. Вообще, практически по всем фронтам. Но при этом X70 стал бы на третье место. Вне конкурса оказались бы другие компакты наподобие XF10. И, к большому сожалению, Fujifilm забили болт на подобный тип компактов, потому что после X70 ничего такого более-менее серьезного у них с 28 мм не выходило. Хотелось бы все-таки увидеть камеру в уменьшенном, переработанном каком-нибудь корпусе, в более качественном изготовлении, с более приятной матрицей, хотя бы на 24 мегапикселя, которая у них была, пускай предыдущего поколения, она тоже была классная. Она, в принципе, не сильно-то хуже, чем которая новая. Она вообще, в принципе, не хуже, наверное. И хотелось бы увидеть нормальный автофокус у нее,
нормальный объектив у нее, который не был бы такой мыльный. И получилась бы действительно крутая, классная камера, которая могла бы конкурировать с Ricoh GR, но Fujifilm это, похоже, ну, совсем не интересно. Сейчас уже, наверное, в 155 раз я вспомню про XF10, и мне кто-нибудь на нее намекнет, что вот смотри, у них же есть камера, которая меньше, у которой матрица другая, там вообще байеровская на 24 мегапикселя. Ну, блин, это совсем не тот уровень. У этой камеры качество изготовления просто говенное. Объектив тот же самый, мыльный, и плюс еще и с урезанным каким-то функционалом. И кнопок у нее немного, экранчик не откидной. Ну, то есть, типа, блин, это как будто они даунгрейд какой-то X70 сделали скорее, а не апгрейд. Ну, до этого хлама я тоже когда-нибудь доберусь и сделаю на него обзор обязательно. Я люблю поковыряться в говне. Ну что ж, я надеюсь, небольшой вот этот обзор на X70 вам понравился. Так что ставьте лайки, подписывайтесь также на мои соцсети. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой камеры и вообще о компактах с 28 мм. Ну, а я с вами тогда прощаюсь. До новых встреч. Пока.